Это называется... Это называется «Все фигня, давай по новой», ребят. Это вот так называется. Это Катя молодец. Катя молодец. Сейчас мы посмотрим. Вы вообще меня видите сейчас? Все началось? Все запустилось? У меня получилось? Хотя бы со второго раза. Вы меня видите? Скажите, что видите. Ради бога, пожалуйста. Я должна быть в эфире. Это кошмар, ребята. Это кошмар. Серьезно. Мне даже стыдно за свое поведение. Я буду обнимать котенка и говорить о том, что я ватрушка. Я там, значит, ребята, я там играю уже. Я играла. Прикиньте. Я что-то там уже рассказываю, как у меня дела. Достаю, показываю, а вы не видите. Как так-то? Ну как так-то, а? Всем привет. Всем здрасте. Я приношу свои извинения за доставленные неудобства. Но это как-то все очень странно вышло. То ли у меня Chrome обновился, то ли просто у меня руки из задницы, но вроде бы из плеч, но может быть из задницы. Я не знаю. Я, короче, запустила трансляцию, а у меня ни хрена. Вот пока мне Владик не написал, я бы и не поняла, что что-то, что не то все. Кошмар. Ребята, все фигня, давай по новой. Всем привет. Всем здрасте. Всех целую. Закругляешься. Ах, I'm sorry. I'm so sorry. Я реально сидела 20 минут, играла уже. Кошмар. Проблема была не в Sky, далеко не в Sky. Проблема была в том, что у меня в автоматическом режиме не запустилась трансляция. Вот ключевая проблема. I'm sorry. Короче, ребята, это называется «Все фигня, давай по новой». Я видела, что мы там хотим в морской бой уже поиграть, там это пранк, шутка какая-то, кто-то попкорн ням-ням, готовил кто чё. Короче, собираем морской бой. Где мой попкорн? Где мои макароны? Сейчас, мне надо в себя прийти, просто... Сейчас, все хорошо. Ах, сейчас я кофе пивну. Вкусно. Короче, все, ребята. У нас, значит, сегодня на повестке дня игра про лесу, но не про лесу. Про лесу, но не про лесу. Сейчас вы мне скажете, как со звуками, что будет, все ли нормально, все ли ненормально. Хватит нюни пускать. Все. Хватит нюни пускать. Hi, my name is David Whaley, and Hi, I'm the creator of the его first имя tree. Дэвид. I also voice a character named Joseph. So I just wanted to introduce you to this commentary mode. Tell you that you can find Слушайте и interesting понимаете, что он things about говорит. how I made this game by touching the speech bubbles you see in the world. So I hope you enjoy it. Я тоже думала лисичкой, кстати, поиграть. Ну вот, я лиса. Поэтому и я лиса. Ты проснулся? Вставал или мне послышалось? Да, проснулся. Извини, не могу уснуть. Все о нем думаешь?
Yeah, a bit. Ага, засыпай, любимая, все хорошо. I'm fine. No, no, it's Нет, не okay. все. Что тебя What else is беспокоит? on your mind? I don't know. Даже не Seems знаю. У меня weird, только что but был I чуть had ли не one of the самый most яркий сон в vivid жизни. Мне dreams снилась of my лиса life. в заснеженных горах. I saw a Ему лиса fox снилась. on a stone mountain. Потерявшаяся, напуганная, а ее глаза из головы теперь не выходят. Она бежала сквозь Get метель, those что-то eyes out of my разыскивая. head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you Я think сейчас it has покажу, to что do она with разыскивает. with you Думаешь, это and как-то связано what's с been going тобой on? и со всем I прочим? don't know. Не знаю, It was just это a же dream, просто Rachel. сон, They're Рэйчел. not meant to Сны make обычно sense. бестолковые. Просто Lots пара happened the последних past дней couple days, очень that's all. тяжелые, вот и все. Well, if you're not going to sleep Ну, раз уж anyway, спать ты все равно you не should tell me. собираешься, расскажи свой сон, want to хочу hear. послушать. All right. Окей, ладно. Это все, ребята, уже дежавю у меня сейчас прям. Это все по второму кругу. Дубль 2. Короче, я сегодня заглядываю в Epic Game, думаю, блин, может там что-то посмотреть, что поиграть. В Стиме поковырялась, что-то где-то еще поковырялась. Потом хоп, смотрю, лиса. Что-то мне сразу в голове вспомнилась игрулька, которую мне Владик подарил, в которую мы играли. И я думаю, блин, ну поиграю. Она недолгая, там часика на 2. В принципе, я думаю, быстренько пройдем. Я сейчас все, я уже не капризничаю, не хнычу, я уже знаю, что здесь у нас ожидает нас мертвый лисенок. So, not far from her Недалеко home, от своего логова she она followed нашла that path кое-что, to чего не something ожидала unexpected. увидеть. Она нашла своего мертвого лисенка. Такая вот печальная фигня. В первый раз я почти пустила слезу. Сейчас я более сдержанная. Я же молодец. Мгм. Окей, good. Хорошо. She couldn't stay, though. Но оставаться было нельзя, She had to нужно было find her найти other двух two других children. лисят, так что она пошла She дальше, took that пошла к path. чему-то древнему, туда, She где followed были it ответы. towards something ancient. Это, короче, чувак Джозеф, Something у with него тёлка answers. Рэйчел, у нас красивые виды. Виды будут красивые, ребят. Конечно, графон не прям на высоте, но хорошо будет все. Fox looked Лиса high and повсюду low, искала своих searching лисят, for хоть any какой-то sign of след. her Яркие cubs. огоньки вели ее к древнему дереву. Казалось, у каждой была своя история, а в этой земле была и моя история. Мне казалось, что я бегу там вместе с ней. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. Hello, surprise room, bonjour. Вот эти зеленые столбы, которые вы видите, там голосовые. Там, короче, какие-то истории этот чувак, сам Дэвид, говорит. Зайцы, 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 зайцы. Поймать бы зайца. Иди. Убегает жопка. Вот, но я, короче, поняла, что я не буду останавливаться на них и слушать, потому что я ни хрена не понимаю, мне надо их переводить. Это будет очень долго. Поэтому мы их не будем слушать. Ну, Владось, да. Там даже будут моменты очень схожие с той игрулькой. Будут моменты на самом деле. Но я решила не придираться, потому что мне захотелось окунуться в сюжет. Вроде как сюжет должен быть такой немножечко глубокий, который заставит о чем-то задуматься, а может и не задуматься. Так с графоном все печально на самом деле, да. С графоном все печально. Ну и тут можно гонять зайцев.
И надо бегать, познавать мир. Но, что я хочу сказать. Здесь не будет монахов с посохами. Никаких палок. Насчет дырок не знаю, но палок точно не будет. Нам не надо будет никаким дядькам отдавать их палки. Это радует. Визуальная игра хороша. Ну, в принципе-то... В принципе, вроде бы она и не убога, да. Usually those kids Обычно сверстники меня не трогали, но они чувствовали, что я не такой, как другие, смеялись над тем, в какой глуши живу, называли отца деревней. Я в детстве был тот еще болтун, часами рассказывал отцу истории, которые сам придумывал. Но после того случая в классе я почти перестал с ним говорить. Он не понимал, в чем дело, решил, что вырезал недостаточно классные игрушки. Он сделал мне деревянный танк и рассказывал, как служил в армии в настоящем танке. carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. Если прищуриться, не такой графон и плохой. Не знала, что твой отец служил. Да, было дело. Печально всего, что я все это успела забыть, только сейчас вспомнил. Я до сих пор так мало о нем знаю. А вон танк. Sorry. Мне так жаль, он знает, как ты его любишь. Вы скоро увидитесь, и ты в себе разберешься, я уверена. Я пропустила момент один. Я одну фигню не откопала. Сейчас откопаем, дойдем. Снег, снег, прыг-скок, да. Танк, танк. Я думала, что я смогу в танк залезть и поехать всех делать пиф-паф. Назгул, отвечу на твой вопрос. На самом деле, я все оценила. И даже запустила одну игрульку, которая там... Ну, они все, типа, там квест, одна стратежка, одна квест-квест, а одна там типа головоломки. Колоры, что ли, так называется. Она мне визуально прям понравилась. Олег, я не поняла. Ты сломал палец? Об что ты сломал палец? А? А? Зачем ты сломал палец? Как тебе не стыдно? Ну-ка рассказывай быстро все подробности. Я оценила, честно, мне визуальная колора понравилась. Она однокнопочная, конечно. Как только я захочу провести стрим в формате трындеть без остановки и жать одну кнопку пробела, там реально жмешь только на одну кнопку пробел, я буду играть в нее, и мы будем болтать весь вечер. А так, я оценила. Спасибо. В принципе, там как бы даже можно застримить это все дело. Чего? Отрезал палец? Да что вообще? Что сегодня за день-то такой? А вы что там не бережете себя? Вы цвета видите, ребят? На снежных горах такие красивые цвета, яркие. Да, прыжки далеко, прям у лисички. Мне нравится, что у нее такой двойной распрыг. Об деревяшку. А ты какой палец ты сломал? Солнце-то мое, а? Гипс наложили? Зайка ты. Сколько будешь восстанавливаться теперь? Давайте копать. Ты помнишь, чем отец зарабатывал на жизнь? Вот она первая. Wasn't he like a Вроде бы он был лесорубом, можно и так сказать. Дерево было его холстом, а нож кистью. Даже отработав 50 часов за неделю, когда на его ладонях от занос живого места не было, он приносил домой лучший кусок нутканского кипариса с лесопилки и делал из него игрушки. Деревянный паровозик — первая игрушка, которую я помню, и самая любимая. Я с самого детства знала, что пойду в отца и стану лесорубом. Почему лесорубом? Ты, наверное, больше плотник или что? Лесоруб. И сбор беспалых и кривопалых. Слава богу, я никогда не ломала пальцы на руках. Это, наверное, прям ужасно. Мне нравится музыка в этой игрульке.
Музыка прям кайфовая. Такая мелодичная. В дерево врезалась. Зайцы, 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 зайцы. Эй-не-не-не-не. Ах ты. Мохнашки. Я звездочку вижу. Блин, нет, надо вот тут собрать его, на машине звездочка. Мизинец на левой руке заживет. Ну заживет. До свадьбы заживет. Ну а гипс там чё, кого? Наложили? Нет? Там сколько? 21 день носит гипсуху. Вон еще звездочка. Эть. Взяли звездочку, отлично. А там просто от солнца? Нет, там тоже звездочки. Оказалось, как будто от солнца там блики. Ракета какая-то вон. А там, подождите, а я там не взяла, надо возвращаться. Он там около ракеты, я не откопала. Артефакт. Так назовем это. Деревянный артефакт там был. Ах. Второй мизинец есть. Слушай, ну это хорошо, что у тебя два мизинца, но только он, получается, ведь на правой руке, а не на левой. Было бы странно, если бы у тебя было на левой руке два мизинца. Все пальцы как пальцы один. Кошмар. Русская военная техника. А тут вон ракета. О, это как это. Я не видела тут. Эти звездочек я не видела тут. Тинкс. Мне главное запоминать, где я шарюсь, а где не шарюсь, реально. Вот эти вот 3 места, почему я знаю, потому что... Ну, я же уже начала трансляцию. Только она не началась. Вот после вот этого места я фиг его знает, куда потом дальше идти. Будем познавать мир. А покажи да расскажи, у вас в школе было? Да, кажется, только раз в 4 классе. Ты знаешь, как мне тогда жилось? Я хотела показать классу, что помогало мне отвлечься. Так что я принесла десяток бумажных журавликов, которых сама сложила. По-моему, я всем сказала, что очень хочу стать птицей и научиться летать. Вспомнить-то стыдно. Ничего стыдного, все дети хотят летать. А я показывала еще одну игрушку от отца, деревянный кораблик. Помню, как аккуратно нес его в класс. А как сел за парту, несколько мальчишек меня высмеяли. Спросили, в какой помойке я нашел это полено, и как оно вообще может кому-то нравиться. Когда настала моя очередь, я даже не захотел говорить, что кораблик сделал отец. Сказал, что один друг подарил мне его в шутку. Че, нормальный кораблик? Нормальный кораблик. Дети бывают жестокими. Да, бывает. Не надо было вообще их слушать, но я послушал. Удивительно, как мы вообще от такого отходим. Это вот детские травмы психологические. Реально дети жестокие очень. Вспомните, блин, школа, какие издевательства. Это реально подготовка к жизни. Школа. Да, кстати, вот советские вот эти вот с детских площадок. Ребята, ну все равно больно. Вообще берегите там себя, не надо ломать пальцы. Что за безобразие? Чего? Господи. А вы еще что-то мне говорите с моим топором в колене. Там все через одного, блин. У кого что. Ух. У меня еще цветочки. И не надо ничего ломать, Назгу. Вот я надеюсь, вот не ломал и не надо. И вот ну его, вот это вот все. Ай, солнце как ярко светит.
Влад, зачем? Зачем ты саморез вкрутил в палец? И что, делать было нечего? Дело было вечером, делать было нечего. Зайцы, 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 зайцы. Тык-тык-тык-тык. Фырканые зайцы. Ребята, ну, не вот давайте вот аккуратнее, ага. Не надо вот это вот себя калечить. Ой, ты дурында. Как твой палец сейчас? Нормально все? Жив целый орел? Зайцы, 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 зайцы. Тык-тык-тык-тык. Трин-тин-тири-ти-тинь. Поймать бы и сожрать. Зайца. Тут детских игрушек очень много. Но голосовые мы слушать не будем. Это шалашик детский какой-то тут. Топор в колене. Господи. Нож. Нож в колено. Какой кошмар. Какой кошмар. Не, ну, в детстве, да, мы чудим в детстве всякое разное. Тут я как бы не спорю. Но когда мы взрослые, ребята, надо заниматься аккуратно всякими такими делами и оцинкованными листами там, и неоцинкованными листами. Надо аккуратно действовать. Ага. Поняли все? Запомнили? Чем дальше, тем больше я от всех отдалялся. Говорил себе, зачем с кем-то разговаривать, кому это надо, если мне и одному хорошо. Начал много рисовать, в основном животных, которые водились в лесу у дома. Начал представлять собственное убежище с телевизорами и буфетами, полными сладостей. Наверное, это стало началом моей карьеры. Я захотел сбежать и рисовать чертежи. Эта мысль мне очень помогала. Он художник, смотри, там дом, человечек, дерево. Меня это не удивляет, у меня была та же история. Так важно было иметь хотя бы в голове какое-то свое место. А теперь оно у нас есть, если, конечно, съемная квартира в дорогущем городе считается. Пока обойдемся и этим. Конечно, обойдетесь, все у вас будет. Но он художник. Тут сразу песня в голове. Мой друг художник и поэт. Дождливый вечер на стекле. Себе домина нарисовал. Ладно, погнали дальше. В чате происходит какая-то вакханалия из воспоминаний и травм. Вдруг дротик кинул, в коленке застрял. Господи! Ну хоть это, не с транквилизатором. Капец. Так, надо как-то аккуратно, я хочу. Ведь? И мне бы... Ну ладно, вниз так вниз. Упали так упали. Передал нож бабушке. Кошмар. Вот это ты молодец, горжусь тобой. Прям, я думаю, что лучше тебя бы это никто не сделал. Так, все, идем собирать звездочки. Вообще, игровое время тут, ребят, должно быть, ну, часа на 2 где-то. Но учитывая, что я ватрушка и, может быть, многое не увижу, может быть, и быстрее завершим. Это, по всей видимости... смена локации у нас произошла. Смотрите, она на крота похожа. У нее такие глаза, как будто она не выспалась. Простите, ребята. Ладно, погнали.
гуся, да. Я помню, да, и понимаю, о чем ты. Вот когда не зима, лучше видно, где копать, и элементы My лучше видно. teenage years were full of Подростком sketching, рисовал, angst, and мучился сомнениями, искал неприятности. Меня не то чтобы любили или не любили, скорее просто не замечали. Это дало мне свободу, так что я стал куролесить со всякими безумными типами. Хотя обычно я просто наблюдал за бардаком, который они творили. Там было все: фейерверки в почтовых ящиках, сбитые на дороге животные на порогах чужих домов, разбитые окна парикмахерской где-то там. Отец жутко злился, настолько работал, что ничего не мог со мной поделать. Короче, он был трудным подростком. I think being an adult means Наверное, это удел there's no всех one to взрослых. stop you Тебе making hard постоянно надо decisions. принимать сложные решения. Ему надо было кормить тебя и себя, а разорваться пополам он не мог. I realized that. Сейчас я это понимаю, а тогда я был уверен, что его компания ему куда интереснее, чем я. Но это дети. Детям иногда сложно понять некоторые моменты. Подождите, двоюродного брата пранканул в детстве, было жестко, сказал за хвост лошади схватить. Капец, Артур! Ты злодей вообще, ты злодейская морда. Как так-то? Он тебе потом... Вот фейерверк как раз. Он тебе потом не втащил? Я бы, наверное, убила тебя на месте твоего брата. Опа! Летающая лиса. Непонятно, это там звездочки или что-то, не звездочки, какая-то кепка. Yes, yes, Zotek, thank you. Thank you very much. Так, надо собирать. Залезешь туда, не залезет. Значит, с другого. Нормальные герои всегда идут в обход. А тут залезем? Ну залезь. Там же ж блескучки. Вот фырканая лисица. А ты, если отсюда, например, если с распрыга, там просто эти блескучки. Я хочу блескучки собирать. Нет, ни хрена подобного. Эти. Аниме портит людей. Ну я не знаю, слушай. Ну ты же хороший мальчик, что началось-то? О, забралась. Молодец, женщина, можешь, когда хочешь. Эть, бери, все собирай. Подожди, чё? Что? Что за значок сейчас был? Бабочки плюс прыгающая лиса? Мне нужны бабочки? Что это значит, бабочки? Как это делать? Ой, там машина. Бабочки. Вот бабочки. Надо брать бабочек и прыгать. Подожди, бабочки, идите ко мне. Ай, ребята. Так, бабочки, давайте. Эть. Допустим, пойдет. С пивом покатит. Толкнули с лестницы. Дал под челюсть, минус часть языка. Господи, боже мой. Дети такие жестокие, а? Вот только что в игрушке про это говорилось. Дети очень жестокие. Хотя о чем я говорю? Меня в детском садике моя подружка с садика била по голове лопаткой. И ей доставляло это истинное наслаждение и удовольствие. Хочу отметить, что мне тоже. Все мы немножко нелюди.
На самом деле, да. We were working another late Как-то он night. опять заработался до ночи, и мои друзья заскочили в гости и разнылись о том, как им скучно, и что у меня дома нечем заняться. Кто-то вспомнил, что в гараже до сих пор стоит старый до жути уродливый пикап. Мол, круто было бы прокатиться. Мне было всего 15, так что сначала я вроде отказался, а потом бац, и мы уже несемся по горной дороге, из-под колес летят с обрыва камни, а из колонок орёт жуткий блюграсс, который слушал отец. Это вон полицейская машина, там, видимо, погоня у них была. Я рулила этим желто-фиолетовым ужасом на колесах, а друзья сидели сзади и кидались бутылками и мусором во что придется. Мне казалось, что я парю где-то в вышине, но хорошего понемножку. Нас остановил коп рядом с каким-то Игл-Ривером. Увидел, как мы запустили из окна бутылку в чей-то двор, а потом была ночь долгих разговоров с огорченными взрослыми. Никогда еще не чувствовал себя таким маленьким. В 15 лет такие вещи творить, ну, наверное, да, это самый тот возраст, когда ты творишь вообще всякую дичь несусветную. А потом за это просто получаешь трындюлей. Злой чат. Это вообще злой чат. Я надеюсь, я туда иду. Чё, не идешь сюда? Чё, это грань, что ли? Грань карты? Прикиньте. Походу дела грань карты. Ну я же хочу, где-то мне куда-то надо идти. Ух ты, фырканая лиса. Что-то надо взять, наверное, где-то я хбз. Ну, туда, наверное, пойдем. Так, подождите. В детстве из-за происков двоюродного брата. А куда тебя? Бензопилой. Это у вас... Вы играли в игру «Техасская резня бензопилой»? Да, нет, нет, да. Суть игры: бежим, прыгаем, копаем, слушаем историю. Да? Именно так. Именно так. Вон фотки какие-то. О. Там, хотел сказать Гитлер, что ли? Именно, да, именно так. Вся суть игрушки заключается в том, что мы бежим, что-то ищем, потом это дело откапываем, внимаем историю и бежим дальше. Лисе надо найти своих лисят, а нам надо послушать историю. По спине в области почек, господи, Лёша, какой кошмар. Кошмар. Сильно большой шрам? Ну-ка фотку скинь. Наверное, может быть, вон туда мне надо забраться. Куда-то в ту сторону пойти. В 14 из дома убежал в другой город. Да что ж такое-то? Зачем? Почему? Что тобой двигало? Зачем ты убежал в чужой город в детстве? А если бы тебя там маньяк какой-нибудь поймал? Сделал бы тебе техасскую резню бензопилой. Блин, может мне бабочки нужны те? Ну-ка, дайте мне бабочек. Бабочки, идите ко мне. Буду с бабочками ходить, дружить. Ну да, походу дела сюда надо, да. Вот еще фиг разберешь, была бы хотя бы подсказка какая-то. Ой, там водопад. Тиньк. Не глубоко коцнула, небольшой шрам, было больно. Ну, естественно, было больно, ёптать. Чтобы не больно было. Какой-то водопад странноватый. Но тем не менее,
Это все выглядит симпатично. В драке с голубями, слушай, в драке с голубями мы вообще просто будем ничтожно порабощены, рыдать просто стоя в сторонке. Вот он пикап, про который он говорил, по всей видимости. Синий-желтый. Сейчас мы пойдем откопаем что-то. Депрессия вернулась в чат. Подождите, где тут копать? Вон копать. Копай. Когда он вез меня домой из участка, я на него сорвался, кричал, что ни за что не стану таким, как он, что из меня хоть что-то выйдет, и что я свалю из этой долбанной ледяной пустыни. А он молча смотрел на дорогу уставшими глазами. Я вытащил из магнитола кассету с блюграссом и выкинул ее в окно. Моя мальчишеская гордость говорила мне, что это жест, который все объясняет. Отцу так не показалось, он ударил по тормозам, крепко стиснул руками руль, опустил голову, а потом поднял ее и посмотрел на меня. Это прям детский псих, да. Он сказал всего 3 слова и сказал их очень мягко. Так не пойдет. Я посидел, кипя от злости, а потом вылез и начал дюйм за дюймом причесывать лес, бормоча под нос грязные ругательства. Кассету я нашел полчаса спустя, рядом с водостоком. Я сел в пикап, вставил мокрую кассету, и она само собой заработала. В ту ночь мы друг другу больше ни слова не сказали. Взял, выкинул кассету дурында, как будто это что-то изменит. Ого, я знала, что бунтарь ты был тот еще, но такое. Даже не верится, правда? Сам удивляюсь, мне кажется, я тогда сам себя толком не знал, а отец наверняка все думал и думал одну и ту же мысль. Как будто так не пойдет, он сказал не мне, а себе. Может быть, все может быть. Нет, ребят, на самом деле, как бы, детство было у всех разное. Детство было у всех разное. Для кого-то, блин, не залетело туда. Для кого-то вот такое кажется дичью, да, да как такое может быть? А бывает всякое на самом деле. Абсолютно разные ситуации бывают. Вторая как... А, про бабочек ты? Летают как попало? Да ну ничего страшного. Нам самое главное собирать блескучки. И вот и чё они? Блин, так-то симпатично это все дело выглядит. Кстати, порох, мы тоже с порохом баловались. Маленькие когда были. Баловались много. Здрасте, здрасте. Все хорошо. Играем в лисичку. А у вас как дела? Ой, я вижу там звездочку. Сияющую. Зашел на Twitch. Twitch пустой? Да, Twitch пустой. Что? Пулька в нескольких сантиметрах перед лицом пролетела. Господи! Лёша! Это кошмар! У тебя там все пальцы на месте, руки, ноги. Я прям это... Оп. Надо же, мне даже не потребовалось 10 бабочек, как там нарисовано. Пустыня прям какая-то.
Ну да, вон он пикап этот. Такое яркое солнце. Копай. If there was some way Если бы I я could take смог my придумать, love of как drawing сбежать через мою and любовь turn к it into a рисованию, way я of бы сошел escape, с ума от радости. nothing would make Я me хотела happy. творить, а не валить деревья. Хотела I wanted to уехать в Южные create Штаты instead of не потому, tearing что trees ненавидел down. Аляску, а потому что I wanted to ненавидел move себя to в ней. lower Вся эта 48, злоба not внутри because I меня будто hated бы it there in вызывала к Alaska. жизни какое-то I чудовище, hated the idea которое of it. ходило за мной, пока я был It's like all подростком. of that Я так spite старался inside me делать не created то, this чего от меня monster ждали. to А follow me зачем? around my whole teenage years. I put so much Зачем, energy into действительно, doing what зачем? others didn't expect of me. Мы все, Why наверное, did I так do делаем. that? There's one fact you're forgetting. Ты кое о чем забываешь. Если бы You в didn't тебе have не that было этой fire in энергии, you. мы бы не We встретились. probably would have never met. Ну, на You're самом деле, absolutely да. right. Это правда. Maybe Может the быть, в конце концов, destination is важен all that только matters in the результат. end. Но почему тогда я не могу уснуть? Then why Почему am I вижу эту awake? лису? И Why am почему I не могу seeing this перестать fox думать об go on a отце? journey? Ну, потому Why что can't ты I stop thinking накосячил. about my dad? У тебя чувство вины, по всей видимости, чувак. Поэтому ты не можешь. Шрамами украшен немножко, и все. Цел невредим, все на месте. Ну, я тебе верю. Но лучше проверить. Детство без интернета, выживали как могли. Да все нормально было, ребята, блин. У меня интернет появился, и компьютер появился в 14 лет, когда я пошла учиться в техникум на программиста, и шикарно все было. Вообще замечательно на самом деле. Дрались палками, тапками, всем подряд. Гэнгста-чат. Да ну чё, нормально. Это программа «Сдохни или умри». Кстати, да. Про траву, кстати, да. Физика движения очень странноватая. Да я думаю, тут у многого физика движения странноватая. Я полагаю, что это нормально. Следующая локация. Очень интересно. Интересные переходы такие. Какое яркое там светило. В игру залипать. Да ну блин. Можно, конечно, и в игру залипать, но потрындеть и всякой дичи тоже можно. Я слежу за сюжетом, если что. И не только за сюжетом. Я потом вам всем расскажу, чем все закончится. Пока можете поболтать. Так, у меня ощущение, что мне надо возвращаться. Хотя это не точно. Сразу сломал? А что ты с ним сделал? Зачем ты его сломал? Как тебе не стыдно? Я помню, блин, как я хотела себе комплюхтер. Ну, как бы мой комплюхтер первый был взят в кредит. И первый платеж со своей зарплаты я выплатила. Я так гордилась. Очень гордилась собой. Я с 14 лет начала работать, если кто не знает. Вот. Я прям очень сильно хотела. Ну какой программист без компа? Ну и все, и так получилось. Пошла Катенька работать. Работала. Немного, конечно, неполноценно, как взрослые тети и дяди работают, да? Ну, по мелочам что-то делала, чем-то занималась. Ой. Что такое? Что это значит? 0,3. Что 0,3? Чё, блядь, надо сделать? Я ни хрена не понимаю.
хера непонятно. Но очень интересно. Детство вспомнить тоже неплохо. Первый комп разобрал, сам и не собрал. Почему не собрал? А кстати, да, вот во времена нашей юности ведь мы же активно пропадали в клубах, играли там во всякое. Там палатка, кстати, да, ребят, там палатка. Я не понимаю, что вот с этой фигней делать. Что за дичь? Как будто должна быть какая-то, блин, показывает что-то непонятное. Да и хер с тобой вообще, дичь. В 2008 за то, что в музыкалку пошел, была топ-машина. До сих пор работает, и что это круто. А мой компьютер, получается, у меня появился в 2004. Там, блин, Pentium какой-то там. Нет, вру. Вру, не Pentium у меня был. Не суть, короче. Ты ж программист. Ай, какой-то дом, блин, наполовину проваленный. Ладно, копаем. На нашем участке были куски старого сарая и давно заржавевшая машина. Я все время спрашивал, от кого остался этот мусор, и его, видимо, утомили мои расспросы, потому что он придумал подробные истории о том, как тех, кто жил здесь раньше, сожрал гризли, и теперь их призраки живут в лесу. Забавно, что истории сделали этих людей такими реальными, что я и правда верил, будто их призраки скитаются по лесу, не в силах покинуть это место там или что. Я рассказывал друзьям, что видел какие-то силуэты у воды, и это всегда их дико пугало, а меня нет, потому что я воспринимал их как обычных людей со старыми машинами и сараями, которые просто пытаются жить в нашей лесной глуши. Мне даже нравилось, что они не хотят уходить. Я, конечно, странный я был тип. Очень странный. Ну, хоть компании тебе повезло. Не каждому призраку понравится жить там, где его разорвали на куски. Гризли, медведи, гризли. Блин, прикольно. Забавно. В 15 лет верить в такое, ну, я думаю, может быть, это пораньше, конечно. Ему папа такой рассказывал. Компьютерные клубы? Ну да, помню. Было дело. Мы в контру играли. Но я в клубы не так часто ходила, потому что у меня в техникуме, когда я училась, у нас на парах по компьютерным сетям, по программированию у нас была возможность играть. Вот, поэтому в клубы мы не прям уж таки часто ходили. Опа! Пойдем за звездочками этими. Ай, ты прелесть. Да. Компьютерные клубы — это особые воспоминания. Нет, ну круто, когда есть что вспомнить. Это прям, скажем таки, у нас сегодня с вами вечер ностальгии, да? Это же своего рода ностальгия. Еще вон та фигня. Камень, в который прячется звездочка. Это какая-то огонек сияющий. Вон, видите? Как его достать оттуда, я не совсем понимаю. Сделал ускоритель и фигачил голубей из окна. Ай.
Даже когда я настолько от него отдалился, что стал ненавидеть, он пытался достучаться до меня. Целый год, каждую неделю спрашивал меня, когда мы пойдем в поход. Я думал, он просто меня достает. В конце концов согласился, только чтобы его заткнуть. Мы вытащили из гаража старые садовые стулья и развели костер в очаге из пеноблоков за домом, где и всегда. Мы прошлись по горным тропам, впитывая теплое солнце, которое там бывает пару месяцев в году. На берегу 3 обсидиановых камня блестели почти так же ярко, как светит яркая лампочка в комнате безлунной ночью. Вот они, камни эти. Я навсегда запомнил, как скользят под ногами мокрые камни, или как горы кажутся еще больше в отражении в озере. Я чувствовал себя маленьким, но счастливым. На закате отец показал мне кое-что из детства. Дерево, на котором я в 6 лет впервые вырезал свое имя. Даже не совсем я, мне помогал отец, но я все равно считал это дерево своим. При виде этой надписи во мне что-то перевернулось. Мы всю ночь проговорили в нашей старой палатке. Мы палатку с вами видели, да? А тут мы с вами пройдем? Я рассказала ему, как люблю рисовать и чертить, и как мечтаю учиться на архитектурном в Сиэтле. Рассказал, что перестал ладить с друзьями, но что мне и одному хорошо. Он сказал, что всегда рад поговорить со мной, и что если бы он знал, что для этого надо просто вырезать мое имя на деревяшке, он бы каждое утро оставлял у моей комнаты целое бревно с романом в стихах. Не знаю, почему до меня так долго доходило, но я только тогда понял, что он ради меня пожертвовал, чем он ради меня пожертвовал. Туда надо. Как-то туда надо. А туда, наверное, пока что никак. Что-то еще мы должны найти. На ночь, да, в компьютерных клубах сидели. Было дело, было. Еще ладно, мальчиков-то родители отпускают, а девочек родители не очень отпускают в такие заведения. Да-да-да. Каждый может рассказать свою интересную историю, у всех она уникальная. Да, на самом деле. Это прикольно, как мне кажется. Музыка такая прям умиротворяющая. Мишка решил отгрызть руку тому, кто решил покормить. Исследователи в дневнике, сидя на дереве, сделали запись. Сегодня встретили медведя. Гризли? Что? Ничего не понятно, но очень интересно. Вспомнил пальцы. Что? Что? Пугачи на резинках, которые по... А, я поняла, про что ты. Рябиной стреляли. Капец. Серьезно? Вы ему глаз, что ли, выбили? Влад, ну вы чё? Маленький злодей. Не, мы, конечно, мы таким тоже баловались. Но это прям по-злодейски это было. Отец на досуге много всего мастерил. Когда он не смотрел по телевизору рыбалку и не читал романы Тома Клэнси, то обычно что-то вырезал. Он сделал целую кучу скворечников. Он и птиц-то не очень любил, просто хотел сделать что-то для себя и для дома. А раз уж у него не хватало времени на свой, то он радовался хотя бы тому, как птички устраивались в своих домиках. Скворечник. В кузове того пикапа-уродца у нас был старый матрас, и мы любили выехать в лес и смотреть, как птицы на закате возвращаются в скворечники. Брали с собой вяленую оленину и колу, и особо не разговаривали, и это было нам обоим по душе. Но они проводили вместе время, и это дорогого стоит, неважно, говорите вы или не говорите. Иногда на самом деле, ребят, приятно просто помолчать, даже не надо ничего говорить, иногда все понятно без слов. Все окна и двери подъезда в точках от рябины. Ай.
Вот мальчишки больше баловались таким, чем девчата. Мне показалось, или тут должны были быть блескучки? А, вот они. Я прям так опешила, сейчас думаю. Я же видела 2 блескучки. 63 штучки. А сколько надо собрать? Вообще в Steam еще должны быть там какие-то достижения, но мы же в Epic Game с вами. Мы не в Steam, поэтому черт бы его знал. Какие там достижения. Ну я потом ради интереса посмотрю. Жесть творилась. Однажды был случай, сидим, играете в КС-ку, ага, времени под утро, а потом раз, врывается толпа, одному пацану лопатой череп вскрывают и уходит, как ни в чем не бывало. Как-то это жестоко. А за что? Он кому-то грену, что ли, кинул? Какой-то подорвал? Победил? Стрелял лучше, чем тот, который с лопатой был? Жестоко. Это очень жестоко. Блин, мальчики такие мальчики. Вот у нас типа куколки там все такое. Ничего такого вот у нас не было. Пацан Глобал ушел. Да, походу дела. Давай соберем блескучки и копаем. Копай. Копай, копай, копай. Мы были счастливее всех в этом вечно зеленом краю. Мы решили, что настала пора составить карту всех наших гектаров земли, раз уж все равно настало лето. Он освобождался только к вечеру, поэтому я целый день торчал в интернете под диалапу и рисовал. А потом мы спешили в лес с картами и карандашами, чтобы успеть до темноты. Иногда северное сияние отбрасывало золотисто-зеленый свет на горы вокруг, и мы заканчивали прогулку в глубоких сумерках. Днем бывало скучновато, но все шло своим чередом, и это успокаивало. Удивительно, что я даже не сильно много ошибок допускаю при чтении. Многим подросткам надоедает рутина. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть вырваться из родительского дома. Ты просто хотел двигаться вперед, найти себя. Ну да. Да, ты права. Так странно, дом наверняка ни капли не изменился. Тогда почему я жду, что он будет совсем другим? Как будто тогда он был на другой планете. Я думаю, ты единственный взрослый, который задается этим вопросом. А я думаю, он не единственный взрослый, который задается этим вопросом. Попал под разбор и все. Ах. В больничку играли, сестра накормила таблетками. Боже ж ты мой. Нет, мы, конечно, баловались и всякую дичь делали, ну, девочками, там, типа, а будем сегодня печь куличи. Взяли тарелки, вытащили их на улицу, из грязи сделали лепешки, положили в эти тарелки, принесли домой, все это везде по дому. У бабушки истерика была. А нам было очень весело. Так, а куда я иду? Нет, сюда не надо. Я уже потерялась. Я заблудилась. Где я была? Так, вон блескучки вижу, на блескучки пойдем. Женщинам доверять нельзя. Ни в коем случае. Женщины зло. Невинные девчачьи игры. Да-да-да. Давай поиграем там. Будем пить чай. А там вместо чая, блин, какую-нибудь мазуту натыришь у папы в гараже и нальешь в кружке. Ой, господи. Петарды в картошку запихивали, в друг друга кидались. А как, разрывала картошку? Мне кажется, картошка вяленькая должна быть, чтобы прям таки нормально бы бахнула. Ну, хотя хрен бы знал. Картошку жалко. Ну да.
У нас прям сегодня такой разговорный вечер по приколу. В 13 лет на машине без прав убегали. Лёша, ты что ли вообще дебошир? Я не поняла. В 13 лет. Ах. Вот он третий. И что мне с ним делать? Я так и не поняла. Что значит 0,3? Что мне с этими камнями-то делать? Ёпсель. Ну, огонек. Надо на него посмотреть или что? Тыкнуться в него мордой. Поймать? Что, блядь, с тобой сделать надо? Лиса, подскажи. Но это не взаимодействие же, да? Приседай же. Что ты делаешь? Он кланяется, кланяется. Хрен бы знал. Черт его знает. Я нашла все 3 камня этих. Что мне дальше делать? Ну, на постоянке не единоразово. Лёша, ты бунтарь. Прям бунтарь. Тебя по жопке не били? За такое. Так, мне кажется, я оттуда пришла. Я буду не удивлена, если мне что-то надо с этими камнями было делать. И мне придется возвращаться и это делать. Там какое-то дерево симпатичное. Сейчас 14-летние ребята в Drift Masters выступают и в Gymkhana Experience чего-то там тра-та-та выигрывают. Нет, я не против как бы того, что есть кто нормально ездит, у кого все хорошо получается, но это все очень-очень опасно. А чё глядите на меня? А чё кто бы говорил? Я вообще девочка-одуванчик. Я садилась, конечно, за руль в раннем возрасте, но полноценно управлять транспортным средством я начала в 21 годик, по-моему. Права я в 21 получила. Секреты игры? О, да. Если бы, я не знаю, куда идти. Котенок, нашепчи мне какие-нибудь секреты. Скажи мне что-нибудь. Он ничего не говорит. Куда бежать, не знаю. В спорте права не нужны? Но я не против. Я не против, что в спорте права не нужны. Никогда не водил машину? Ну, какие твои годы? У тебя все впереди, Айзек, я думаю. Все впереди. Куда мне идти, ёпснихай? Идь. Вон наверху там что-то светится у нас. Нам надо попасть наверх. Сейчас будем пробираться. Это мне котенок нашептал. Ты так сможешь туда? Идь. Скалолаз, у нас не лиса, у нас горный козел. Я не уверена, что у нас получится реализовать задуманное, но я так полагаю, что мне действительно надо как-то туда наверх забраться, потому что там что-то светится,
И там, скорее всего, нам надо откопать что-то. Сасай Кудасай, привет. Привет. Ить. УАЗика закидывали на поля. Господи, ребята. Чем вы занимались в юности своей? Вот это, походу, дело... Я зря сделала. Все, шмякнулись. Короче, что-то карабкалась. Но я поняла, мне надо туда наверх как-то забраться. Сейчас ты уже не тот, что был раньше. Стрела попала в колено, притом давненько. Стрела? Моя? Ой. Нет, ну конечно, взять меня в юности и взять меня сейчас, два разных человека, конечно, мы меняемся. Мы растем. Меняются ценности, меняются приоритеты, интересы и т.д. и т.п. А, вон у нас что-то сияет. Подождите, куда идти? Я заблудилась. Я долечу? Ни хрена я не долечу. А так хотелось бы. Лиса-паук-мутант? Непонятно. Непонятно. Наверное, вот сюда. В дырочку. Я не знаю. Но у нас там что-то... Блин. А. Где-то же вот есть вот эта блескучка, которую надо откопать. Это вот срань, блин. Что мне с ними делать? Непонятно. Вообще непонятно. Но сияет вот эта жопа. И прячется этот огонек. Ну-ка, подождите. А как тут? Нету управления. У нас там, по-моему, по кнопкам только было пробел, shift, бегать. Этими... Чё ли... Надо собирать камни обратно. Вот эти вот. Вот я же сказала, что, скорее всего, придется... Я не удивлюсь, если придется бегать и собирать эти камни. Хорошо, надо сейчас вспоминать, где у нас были камни. Подсказки. Да нету ни хрена тут подсказок. Тут только чисто интуитивно. Смотришь и познаешь мир. Научилась играть, пользоваться компьютером намного старше, примерно в 30 лет. Примерно как... Где-то, наверное, так, как моя мама. Ёшкин кот. 3 часа ночи уже. Кошмар. Ну-ка, переводи стрелки часов назад. Быстро. Еще очень рано. Блин, надо искать камни. Кто помнит, где эти камни? Я только не поняла, как у меня получилось с ним совладать. С этим камушком. Что я ему такого сделала? На что я тыкнула? В самом начале, где-то на горке он был. Рядом с палаткой. Сейчас найдем. А вот где второй был, блин, я не помню.
Жопа. Что не делать? Что нелегально? Что не делать? Стоп. Какой-то памятник. Я его не видела. Так, вон, я вижу. Прячется жопка. Работала бы она еще так. Я вот, да, я с тобой солидарна. Работала бы она еще вот так. Нельзя доверять женщинам. Нельзя. Так, что я с тобой делала? Что я с тобой делала? Как вот я с тем разобралась? Ну-ка давай подсказку. На него, когда садишься, он дает подсказку. Нет? Все, ничего не дашь. Как-то я его поймала. Вот, я как-то его поймала. Как я это сделала, хрен бы знал. Идем последний забирать. Хищники, дашь слабину и все. Да, именно так. Мы очень коварные существа. Почти как лисы. Слушай, Олег, не знаю, на самом деле я предпочитаю все-таки чуток поспать. Потому что... Ну, это вот я сейчас неделю без колес, а так-то я обычно за рулем. И для концентрации внимания мне хотя бы чуток, но надо поспать. Ну, ребят, кому как, иногда, блин, и полчаса помогают. На самом деле. Получше себя чувствовать. Где этот последний камушек? Вон там что-то светится, наверное, там он. Тут у нас что? Какая-то фигня. Так, это у нас, по-моему, тут голосовуха. Время 11:04. 11:04 утра, что ли? Вон он светится наверху. Светит незнакомая звезда. Сейчас мы пойдем его заберем. Заберем. И пойдем в палатку спать. Ну блин, если сутки не спишь, полчаса, ну, может быть, и не помогут. Ну не надо сутки не спать. Надо спать. Так, что нам сделать опять? Надо, я, короче, тогда тыкала на все кнопки подряд. Сейчас буду делать ровным счетом то же самое. Жамкать на все подряд. Я должна поймать как-то этот огонек дурацкий. О, как-то я его поймала. 3 из 3. Отлично. Хорошо. Теперь куда-то надо... Куда-то. А куда? Хрен бы знал. Ночи 11:04 вечер. Это вечер у тебя. Вообще разбитым на работе становишься. Ну, ребята, все индивидуально на самом деле. Я вам так скажу. Какая-то кроватка.
Детская кроватка. Я иду на яркий свет. Я видела там яркий свет. Я не знаю, правильно ли я иду или нет. Может быть, это просто от голосового свет яркий, а может быть и нет. Непонятно пока что. Ну вот это от голосового. Открылась вот эта штука. Все понятно. Хорошо. Как раз я сюда и хотела. Но у нас были тут эти корни. Сейчас мы соберем все вкусняшки. Сколько у меня там уже звездочек, блескучек? 76. Шприц адреналина лучше вколоть. Виновник невозмутимо стоял рядом, как ни в чем не бывало. Мой отец мертв, его больше нет, Рэйчел. Я рассказываю тебе про него, но с ним поговорить уже не смогу. Он не поддержит на руках внука, которого у нас, наверное, не будет. Я никогда больше не смогу попросить у него прощения за все. Ничего не поняла. Какой виновник? Что случилось-то? У них же только что все было хорошо и... Лисенок, лисенок. Лисенка нашли. А тут волк какой-то. Какой-то волк. Надо к нему, наверное, идти. Это он, наверное, убивает наших лисят. Куда пошел ты, злодей? Ой. Хочу, а блескучки-то я хочу собирать как-то. Да и в рот компот. Какая грустная музыка. 2 блескучки пропустила. Я что-то ничего не поняла про отца. Какой виновник-то? Что случилось? На машине, что ли, сбит? Или что такое? Как-то непонятно. В ледяную воду? Ну, как бы хороший вариант. Лисенок мертвый, да. Лисенок мертвый. А куда волк-то делся, я не поняла. Ну и куда-то мы бежим, как сумасшедшие. Чё бежим? Смена локации, наверное, сейчас будет. Очень скучаешь по времени с учебы в Шараге? Я на самом деле тоже скучаю по тому времени, когда в техникуме училась. Такая музыка грустная. Это круто было, ты уже и не ребенок, и уже такой более осознанный, и ну, как-то насыщенное это время, скажем так. Я так и не поняла, что с папой случилось с его. Вон что-то сейчас откапывать пойдем. Мы 2 лисят уже нашли, у нас еще 1 лисенок. Должен быть еще 1 лисенок. Непонятно только почему. Почему лисят это
какой-то странный у чувака сон. В садик, господи, в садик, да, на самом деле, Лёша, садик это святое. Не буду спать, не буду то, не буду сё. Господи, сейчас бы поспать после обеда. Ух. Давай, копай. I need to go to bed. Мне нужно поспать, не могу I just больше об этом can't talk говорить. about this anymore. Спокойной ночи. Good night. Good night. Письма какие-то. Или чё? Ладно. Понятно. Идем исследовать мир. С годами друзей все меньше и меньше. Есть такое. Есть такое. Поэтому надо что? Надо дорожить теми отношениями, которые у вас есть. И не разбрасываться друзьями. Да-да. Лисят жалко, да. Я так полагаю, что третий лисенок тоже мертвый будет. И что-то как-то это грустновато, что ли. Да, смена локации сейчас будет у нас. А чем так долго надо бежать, чтобы локацию поменять? Можно же быстрее. О! Что напоминает? Joseph, Джозеф, нельзя засыпать в таком состоянии. Мне так жаль, и я не хочу лезть тебе в душу. Но ты помни, что я рядом. Помни, что ты не один. you don't need to feel so lost. Joseph, Джозеф, я рассказывала тебе о своей матери. Олененок там, что ли, или что? Очень похоже на... Да, Владусь? На ту игрушку про лисичку. you know what it's like not to Ты знаешь, что это такое, когда мамы нет дома, и можешь представить, как тяжело мне было в детстве. Я любила смотреть за птицами по утрам, пока ждала школьный автобус. Это помогало. Мне казалось, что одна из них — моя мать, и мне хотелось быть свободной, как она. Пока мама была в больнице, она научила меня складывать бумажных журавлей. И я дала себе обещание складывать по одному каждый день, пока не научусь I летать. would fold one every day until I could fly myself. Сейчас Катя будет плакать, по ходу дела. Понеслись. Грустные истории. Не сказал бы, а мне I чем-то think we both have напоминает. always loved animals. Мы ведь обе всегда любили животных. Моя любовь началась с собаки. Она иногда приходила к нашему участку и ждала забора. Не слишком часто, а я каждый день после школы ходила проверять, на месте ли она, и обычно расстраивалась. Я даже тащила деньги у отца, когда он отрубался, и покупала на них дешевые печенье для собак. Но даже когда она приходила, за забор ни разу не зашла. Чего она так боялась? Even when she did stop by, Какие-то she детские never went beyond the игрушки. fence. Why was she so Похоже scared? тем, что ты бежишь по воде, а там же у нас лисичка, когда из тела из своего высвободилась, она же у нас, ну не по воде там, хотя и по воде тоже бегала. I think my dad was Мой the отец был opposite of почти your полной dad. противоположностью твоему, разве что в армии тоже служил, пил все, что горит. Наш трейлер начал разваливаться, он стал злиться, а я ушла в себя.
стала превращаться в странного тихого ребенка с бумажными птичками и печеньями для собак в карманах. Мы, наверное, были в детстве одинаково странными, и в колледже я это чувствовала. Меня в том числе, и поэтому тянуло к тебе. Минорные тона подтолкнут, так точно. Так и будет. Плюс еще какое-нибудь свое воспоминание нахлестнется и и взорвется. Женщина разрыдается. Вы будете потом всем чатом успокаивать. Становилось все тяжелее, и в какой-то момент я уже не знала, как прожить еще один день, чтобы не зайти с ума. Друзей у меня не было, да и соседей тоже, ведь мы так далеко жили. Надо было поговорить с учителем, но я боялась того, что сделает отец, если узнает. Как-то утром я бродила, пока не пришел школьный автобус, и в заброшенном сарае нашла кое-что, что не передать словами. Что она там нашла, интересно? Норм, отец. Ну да. Вообще огонь. Топчик прям. Грустная игра, как и предыдущая. Ну да, она со смыслом. 2 плюсик в чат. Лисапед. Я набралась мужества, откуда оно только взялось. Влезла в отцовскую комнату и нашла ключ к сараю, где он запер мой велосипед. Никогда не забуду, как ветер свистел в ушах, а солнце вставало над полями пшеницы. Тогда я и полетела. Крутила педали столько, насколько хватило сил, пока не увидела дом, который показался мне добрым. Люди, которые там жили, так много для меня сделали. Без них я бы не нашла своих приемных родителей, а если бы не они, я бы не встретила тебя. Она сбежала из дома, получается. Владик, я тебе по жопе надаю. Эмоции вы не умеете толком выплескивать, да. Это есть такое. Лисапед, да. Лисапед. У кого в детстве был лисапед, ставьте плюс в чат. А чё ты? А куда? А куда? Все, мне просто за тобой бежать? Ах, у меня мурашки, ребята. Ты сильный, Джозеф, и не такой одинокий, как думаешь. Просто все так бессмысленно. Сидишь и ждешь от жизни счастья, как будто никак не можешь найти свой дом, о котором всю жизнь мечтал. Да еще эти мысли о детях. Как я могу быть хорошим отцом, когда я и сыном был никудышным? Извини, я понимаю, о чем ты, просто не вижу, куда все это идет. Часы превратятся в годы, а мы все будем гадать, по той ли дороге пошли. Да уж. Тогда мы вместе протарим новый путь. К тому же, в то утро я поняла, что в конце всякого хорошего пути дорога может быть в грязи и колючках, но в конце всегда одно и то же. Ну так-то да. Что? 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 Семья? Семья. Я так рад, что ты в моей семье, Рэйчел. Я тоже рада, что она в твоей семье. А я рада, что ты в моей. О! Еда. Прикольно. И такая хоп, и не могу пробежать. Я становлюсь эмоциональным. О, да. Yes. Они там что-то базарят на своем оленем. Кто-нибудь понимает, о чем они говорят? Можно с ними поплавать, наверное. Не плавается. Я, как и Иисус, бегу по воде. Тут должно быть это с причала рыбачил апостол Андрей. Ах. Грустная музыка. Я думаю, я бегу в нужном направлении. Сколько мяса ходит.
Нэнси. Да еды вообще много, блин. Столько можно шашлыка нажарить. Добрый мы вообще. 86, 87, 88. А вообще сколько, блин, будет их? Надо 99, 100. И так... Уи! Ой, грустная музыка, грустная музыка. Я даже не подготовилась, если что, слюнявчик взять. Да, музыка на самом деле прям норм. Только не о шашлыках. Мне на самом деле сегодня звонит мой личный чесальщик за ушком. Мы одновременно говорим, что делаешь? Он такой, да, мы тут с ребятами на шашлыки решили, все такое. А я такая прям сижу, и у меня уже слюня потекла. Шашлыки? Думаю, блин, я тоже хочу шашлыки. Так что вот, да, я тоже хочу шашлыки. Это как этот ребенок, я тоже хочу шоколадку. А, ты, не падай. Поздно, поздно, поздно. Мы уже о шашлыках, да, поздно. Так. Не совсем комфортно, но вообще пофигу на то, что есть какой-то определенный дискомфорт с управлением. Вообще реально пофигу. Умилиться должны были. Но по факту, да, должны были, типа, что вот они там обнимаются, там мама, папа, сын и я, вместе целая семья, а у нас еда пожрать бы. Слюня потекла, подбирай. Так, смена локации. Хорошо. Чуть хату не спалили. Вы что, в хате шашлык, что ли, жарили? Мне кажется, вы неправильно шашлык жарили. Так, хорошо, у нас дождь. Лиса знала, что последний лисенок ждет ее у первого дерева. Она почти дошла. Дождь заливал нефритовые скалы, окружавшие вход в долину. Здесь жизни ничего не грозило, ведь она здесь и зародилась. Остались только мама и ее дочь. Предметы из моей жизни все еще попадались тут и там, пока она шла к цели и навстречу судьбе. Ах! Упала. Как-то прям... А там были блескучки. А я упала. А там были блескучки. Кстати, вот да, я уже тоже подумываю о том, что я хочу кушать, а у меня только кружка кофе. Причем кружка маленькая, вот. А я думала, сова. Половина семьи охотники. Ням-ням. Охотники, я сразу думаю о том, что там зайчик пожаренный, косуля. У меня тоже как бы, дедушка был охотником. Блескучку возьми. Папа охотник. Крестный охотник. Мы ездили с ними на охоту. Ням-ням. Хочу блескучку взять. Вон надо туда подняться, там надо откапывать. Да-да-да. 15 минут назад Мика поел. Хорошо, все. Выезжаем. Спарывать Мика брюшко, как в этом, в красной шапочке. И доставать еду из шутка. К концу средней школы я ощутил давно забытое чувство, желание что-то изменить. Я посмотрел программы лучших архитектурных училищ на западном побережье, а потом снял розовые очки, увидел портфолио студентов и стоимость обучения. Я хотел стать кем-то, стать следующим
крутым чуваком. Хотел сделать 1000 набросков и войти в историю, но теперь даже поступить на архитектурный казалось невозможным. Короче, он лузер, по ходу дела. Блин. Сиза помог мне понять, как важны в архитектуре эмоции, а еще он сказал, на самом деле, свет формирует пространство. Мне нравится думать, что все эти вспышки света, когда никак не можешь найти работу или когда видишь странный сон про лесу, делают меня сильнее. Даже если мне совсем не нравится быть на свету. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Зайчик томленый с картошкой под майонезным соусом. О, боже, все, я хочу кушать. Где там, Лёша, где там мои бутерброды вчерашние, а? Ну, пожалуйста, хоть один. Нас не допустит уральский суровый климат. Фу, я тебя умоляю. Все у нас получится. Дом какой-то вон. Я так полагаю, мы все-таки что-то там пропустили, когда я пиздякнулась. Жаль всего один раз на охоте было то на уток. Знаешь, может быть и не жаль. Может быть и не жаль, потому что охота это такое себе. Если у тебя вдруг есть, как, например, у меня, чувство жалости к животным, то это печально. На самом деле. Я помню, мы когда были на охоте, а сколько мне было? Мне, может быть, лет 6-7 было. Папа попал в уточку. Мы на утку охотились тогда. Значит, так случилось, что уточка не умерла. Он не понял того, что она не умерла. И он ее положил ко мне в ноги. И она там что-то кряхтела, крякала, бедолага, истекала кровью. Я на это дело смотрела, и потом я несколько лет не кушала мясо вообще никакое. Вот, поэтому как бы тут такое дело с охотой на самом деле. Тавтология такая, но по-другому не сказать. Чат вызвал чувство голода, да. Я бы что-нибудь похавала на самом деле. Хай. О, вон копать можно. Копать. Идем копать. Идем копать. Зайка из майонеза. Зайка с майонезом. Ах. Так, копаем. Отец поддерживал меня во всех планах про колледж какое-то время. Все шло хорошо, пока не случилась эта трагедия. У погрузчика подломилась ось, он упал и раздавил рабочего у отца на работе. Отец несколько дней не ел, его там не было, но этот погрузчик как будто раздавил и его. Это и бизнесу повредило, а отец был вообще в прострации. Начал говорить во сне, бормотал всякую ерунду, что всех уволят и что это он виноват. Нифига себе. Однажды он подошел ко мне и сказал, что раз уж с архитектурой не складывается, мне надо взять себя в руки и продолжить его дело. Сказал, что рано или поздно он умрет, и тогда все будет зря. Его работа, его жертвы и даже смерть того рабочего. Я обалдел. А потом подросток во мне взорвался. Я такого наговорил, такого, чего говорить вообще нельзя. Ему было тяжело, а я взял и плюнул ему в лицо. Сколько лет-то тебе было тогда? Придушил гусят. Нет, ну если маленькие гусят, то ладно.
Неаккуратно взял просто, наверное, прижал их и все, вот и получилось. Что вы делали? С воздушкой на голубей ходили. Ах. Решил пристрелить грача. Ча-ча-ча. Он сидел на проводе, было хорошо. Было хорошо. Первый выстрел Владика кританул его. Сочиняем песенку. Значит, упал грач. Винтовка с обоймой на 7 патронов. Один я выстрелил, и когда подошел к нему, я хотел его быстрее добить, дабы не мучить. Угу. Осечку дала. Он лежит, смотрит на меня. Ага, клещет кровь, он ничего не понимает. И ты не можешь избавить его от страданий уже 10 секунд. И у тебя у самого паника, наверное, да, была? И ты думал, что ты жестокий убийца. Парная кровь морала. Ах, я все, правда, есть хочу. Лёша, высылай мне бутерброд. Приезжай, делай мне бутерброды, все. Мы туда доберемся к дому, интересно, нет? Большой дом. Залезешь? Залезь, пожалуйста. Не хочет залазить, прикиньте. Ну, по всей видимости, это просто нам так для архитектуры дано. Надо где-то лазить не тут, а там шариться ходить. Ладно, поехали. Чё нам? Было жалко. Больше не стреляешь по птицам, только по людям. О, вот в этот домик мы попадем, наверное. Хорошо. Лучше по людям стрелять, чем по птицам. Дождик идет, капает. Шутка, тебе никто не поверит. Ой, уже 103 блескучки. Хорошо. Это их дом, наверное. Этого мальчонки. Мы прям по дому лазим. В этом месяце последний раз появляешься. Ну, как хочешь, ладно. Спасибо. Давай, пока, удачи в делах. Будет скучно, пиши, звони, не забывай. Ящериц. Вы убивали ящериц во враге? Кошмар, какие злодеи. Куда дальше идти, непонятно. Какое-то дерево, наверное, надо найти нам. Ну же что-то там про дерево говорилось, да? Кошмар. Не, мы, конечно, ящериц тоже ловили, там всякие разные дела с ними делали. Так, интересно, а мы туда сейчас пройдем? Там, наверное, грань карты или нет? Угу. Не пройдем. Не пройдем. Ладно, хорошо. Идем тогда искать, куда пройдем. Что-то где-то нам надо найти. Ах, ловили уже, учителям в сумочки подбрасывали. Да вы злодей, слушай. Если бы мне кто-то подбросил... О, я вижу откопать. Вон, я вижу откопать. Если бы мне что-то подбросили, я бы, наверное, всех убила бы нафиг. К чертовой матери. Просто расстреляла бы. Ну, как мне кажется. По водичке бежим. Блескучку возьмем и вон откопать пойдем.
Больничная кровать. Так, а я не поняла, где это? Откапывать. Я же видела. Так, а вон еще блескучки. Я прям так шею вытягиваю. А где, а где, а где? Я же видела. Где? Вон там, вон где. Время офигительных историй. Да. У нас сегодня, мне кажется, весь стрим время офигительных историй. Прямо-таки по кайфу. Сегодня у нас проходит наш стрим. Давай, взяли. 106 блескучек. Хорошо. Так, сейчас мы что-то откопаем, и мы туда пойдем. Was that the last time you talked to him? И больше ты с ним не разговаривал? Да нет, я звонил ему по выходным, а он на мои дни рождения. Делали вид, что ничего не случилось, хоть это было и глупо. Я не хотела спрашивать про лесопилку, а он наверняка не хотел спрашивать, нашел ли я работу. К нему я больше не приезжал. В последний раз мы, кажется, говорили о фильмах, которые недавно смотрели, и о том, кто еще такой Гаффер в титрах. Я думал, у нас еще полно времени. I thought he would be here so much longer. Индюк не думал и в суп попал. Тарантула притараканили, девочек шугали, господи. Ребята. Нет, а чё я удивляюсь? Я когда училась в 1 классе, меня мальчики пугали не настоящим тарантулом резиновым. И кошмарили так, что я просто верещала, как сучка. И мне было так страшно. Потом-то я поняла, что он не настоящий резиновый, но пока я этого не поняла, у меня просто была истерика. Мы нашли лисенка. Последний. In the distance, Вдали среди пустоши светилось первое дерево. Дома для нее больше не было, она ничего больше не могла, кроме как идти вперед. she did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on Earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, Ах, what could it do for us? держим себя в руках. Последний. Ах. I'm sorry. Я держу себя в руках, как могу. Угу. Темно, да. Очень темно сейчас, так прям это... В самой игрушке прям темень несусветная. Грустно лисички. Как-то так, да. Понял часть истории. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. Читайте сами, More and ребят, more, короче. I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step.
You already have my love. Ему мало, наверное, ее любви. Ах. Он что-то как-то по корням идти. Мы идем по корням. Большое дерево. I'm okay. С субтитрами это слушать потом. Ах. Я расскажу, что с сюжетом было. Да, на самом деле, стандартная фигня. Просто стандартная фигня. И что сейчас еще будет? Первое дерево пробуждается и мягко спрашивает, хочет ли лиса сказать что-то напоследок своим детям. Лиса отвечает. А что ответить? Что ответить? Я поняла. Вот эти вот блескучки мы собирали. Это ровным счетом столько сейчас я могла написать букв и символов. Кажется, она прошла свой путь, но я не уверен. Это ведь лишь сон. Он только отвлекает от завтрашнего дня. Мне кажется, обычные сны не оживляют столько важных воспоминаний. Пусть это был просто сон, но и подарок тоже. Пусть так, но завтра мы летим туда, где я хочу быть меньше всего на свете. Единственного человека, которому стоило туда ехать, уже нет. Подождите, чё? Накладочка вышла. Не реви. Лиська мой. Накладочка вышла. Есть цитата из Эмерсона. «Секрет нашего мира в том, что в нем ничего не умирает, а лишь слегка уходит в тень, а затем возвращается вновь. Завтра длинный день, я буду рядом, не отлучусь ни на шаг». Спасибо. Спасибо, что выслушала. Спокойной ночи, Рэйчел. Спокойной ночи, Джозеф. Но это, наверное, не конец еще, я не знаю. Или конец? Непонятно. Чучело котенка сделает все лучше. Да. А у нас загрузка. А вдруг это не конец? 6 месяцев спустя. Я что ли Джозефом играю или чё? Ну да, тёлка спит. Пойду дебоширить сейчас. У него ночной дожор, ему надо пожрать. А холодильник не открывается. Так, это просто зал. Наверное, надо выйти из дома? Нет? Как вы думаете? Это какой-то чулан. Инди всегда загадочны. Да. Комната какая-то. Что происходит? Куда мне идти?
Эта дверь откроется? О, открылась. Они переехали. А куда они переехали? В отцовский дом, что ли? Пошел бродить вместо лисы? Темень. Вообще темно, да. Ночь в горах. О, я бежать могу. Здрасте, приехали. Отлично, я счастлива. Куда идти-то? Ёптить. А мне непонятно, куда идти. Разбежавшись прыгнуть со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Хрен просышь, куда идти. Ничего не видно, ничего не понятно. Мне самой ничего не видно. Дерево. Пошла на задний двор. Я буду говорить на ощупь, чтобы вы понимали, потому что вам, наверное, ни хренашеньки вообще не видно. И тут даже никак не добавишь яркости, неяркости, там еще чего-то. Какой-то купол. Да палатка. Так, что ты туда не идешь? Ты не хочешь туда идти? Что ты туда не идешь? Да какой противный. Он еще и не везде хочет ходить. Видно? Ну хорошо, хорошо, что видно. Так, тут у нас забором обнесено все. Ложь и провокация? И цветущая акация? Старая машина. Какой-то сарай непонятный. Чё надо-то? Прёмся куда-то среди ночи. Ну, куда идем, вообще не знаю. Зачем идем, вообще непонятно. Я умею петь. Yes, yes. Когда стрим с укулелькой или гитарой. Блин, мне надо когти подстригать и заниматься гитарой. Ну или уклейкой. Или и уклейкой, и гитарой. Надо время, короче, ребят. Сейчас уже рассвет скоро будет. А я не понимаю, куда мне идти. Голосовые, что ли, тебе слушать надо? Я не хочу голосовые слушать. Там непонятно. Очень непонятно. А сюда он не спрыгивает. А мне кажется, вон туда можно было бы ему спрыгнуть. Или ему туда как-то по-другому надо идти. Непонятно. Но очень интересно. Не, ну это же не конец, куда-то надо идти. Да, я хищник. Вот так. Рычать умею. Нифига не понять. Там забор. Его не открыть, не перелезть. Сосны посреди дороги не хватает. Да, не хватает. Не могу залезть. Что-то в доме, может, надо сделать. Thank you very much, Nancy. Thank you.
Открывайте калитку! Чушня какая-то. Ну, убейся, что ли, с обрыва. Ну, пошлите голосовые собирать, что ли, тогда. Или, может, пойдемте бабу разбудим? I tried hard to foreshadow this epilogue just because I wanted it to be a surprise, but I didn't want it to feel too out of place that it would be humorous. And so, Joseph, earlier in the game, he would say things like, I felt like I was right behind the fox the whole time. In my mind, the camera perspective acts as a metaphor for who the player is, what they're seeing, if the camera represents Joseph, or just like that video game trope of having the camera follow you. I guess the big question I wanted the player to ask themselves, is this a dream as well? And if so, does that even matter? You're probably thinking, what is going on? And that was definitely my intention for this epilogue part of the first tree. Он что-то This is my рассказывает favorite про part. This is the part I'm most proud of. машина. And it definitely, like, it's supposed to evoke this, like, what is going on? Where am I? I was И not чё мне эта expecting машина? this. When I was marketing and blogging about making the game, I never showed anyone this part. I never told anyone. I never shared screenshots. I wanted it to be a complete surprise. And I also wanted it to feel a little Сюрприз creepy какой-то там. because Какой? it's totally inspired by those nights where you wake up in the middle of the night and you can just hear the sounds of the wind outside the house and you can't sleep. Темно, So you темень walk вообще around несусветная. in this like twilight stupor. And I would say the whole first part of this game where you play as the fox, its whole purpose is to set up for this conclusion. So yeah, I would encourage you to look around and see how many things you recognize from the earlier part of the game. Ни черта непонятно, ребята. Что мне с этим делать? Через забор перелезть, что ли? Жена, он какой-то не туда и не сюда. Вообще никуда. Я видела, что там вон еще, вон туда. А он туда не шел. Я не знаю, что это за дичь. Мне вообще непонятно. На гору залезть не может, через забор перелезть не может. Ничего не может, ничего не хочет. Вон еще есть же. Надо было послушать. Потом идти в палатку. Идем в палатку. Появились подсказки. Катя долго тупит. Хорошо, мы залезли в палатку. Сейчас будем спать в палатке. What the hell? Что за дела? Белая? Это писец? Белая лисица? Это лисица наша, что ли? А куда она меня ведет? О, thank you. Thank you. Перевод это прям вообще в тему. Дух лисицы? Хорошо. Бежим. Бежим за Лиськой. И уже рассвет. Сейчас будет очень эпично, если 3 лисенка с ней будут рядом еще. Сейчас вот эта вот музыка куда-нибудь пройдем и бомбанет Катю. Симулятор Владик в охоте.
Ты так охотишься, Владось? Куда мы бежим? Куда ты меня ведешь? Блин, на самом деле виды красивые, ребят, посмотрите. Бабочки. Конечно, текстуры где-то странновато выглядят, но тем не менее виды красивые. Красивая музыка. Куда-то она меня ведет. Что-то покажет. Красивые цветы очень. Красочное все. Я ее догнала уже. Беленькая такая. Сейчас будет конец. Я так полагаю, сейчас будет конец. Он устал бежать. Что это? Что-то там написано на дереве. Три лисенка. Три лисенка с ней. Ну вот так вот. Вот вам и конец. Вот вам и конец. Не, как бы что? Сюжет, конечно, не такой прям уж глубокий, но есть над чем задуматься. Смотря насколько сильно проникаешь в историю чувака этого и насколько сильно окунаешься в какие-то свои воспоминания. Надо родителям позвонить завтра. Спасибо, ребят. Большое вам всем спасибо. Мне надо, кстати, там посмотреть. У нас там было. Давайте мы прослушаем. Не реви. Не реви. Это ты ревешь или я реву? Я реву. А я не реву. Не реви. Не реви. Не реву. Вот так и не реви. Карлсон, который живет на крыше. Еще раз спасибо, Лиська мой. Не, все хорошо. Все хорошо на самом деле. Не, завтра, правда, надо родителям позвонить. Они сегодня на рыбалку ездили. На зимнюю рыбалку. Еще до сих пор. Еще лед нормальный, еще можно порыбачить. Но они, конечно, на лед уже не заезжают, так пешкодрапом только заходят. Ну что, ребята,
Мы прошли эту игрушку. Как и заявлено, примерно за 2-3 часа ее можно пройти, исследовав вдоль и поперек. А что там за... Не хотели бы вы отправить ваше заявление первому дереву? Давайте, ну пусть да. Пускай будет да. Что это значит? Непонятно. Зачем это непонятно? Ну что, ребята. Интересно, грустно, непонятно и красиво, да. Симпатично очень. Симпатично нарисована игрулька. Есть красивые виды очень. Прямо-таки очень есть красивые виды. Интересная история, как и у многих там бывает в переходном возрасте, но все проходит, мы же вырастаем. Это всего лишь остается теплыми воспоминаниями. Короче, что хочу сказать. Завтра все родителям позвоните. У кого есть такая возможность. А у кого нет, просто кому-нибудь напишите. Старым друзьям, родственникам, неважно. Ребят, что хочу сказать? Хочу сказать, что я очень рада, что вы сегодня были со мной. Несмотря на нашу непонятную заминку с началом стрима, в принципе, все прошло очень даже удачно, очень даже неплохо и очень даже интересно. Я рада, что сегодня мы делились с вами какими-то воспоминаниями. Это очень прикольно, это мне очень нравится. В узком кругу какие-то такие моменты, это очень круто и здорово. Понятно, если бы вас было больше, как мы когда на хентайке собираемся, да, там сложнее потрындеть, потому что народу много, пишут много, и какие-то моменты выхватывать очень сложно. А вот так вот в узком кругу что-то обсуждать, это очень круто. Это очень круто, ребят, правда. Прям ностальгия, кайф. Мне было прикольно узнать некоторые моменты о вас. Я думаю, вам друг о друге тоже было прикольно некоторые вещи узнать и некоторые моменты вспомнить из своего детства, далекого, глубокого, а может у кого-то и недалекого, и не глубокого. Ладно, ребята, будем прощаться. Встретимся уже с вами на следующей неделе. Я за неделю решу, во что мы будем играть. Послужной список у нас, в принципе, таки большой. Надо просто выбрать. Просто надо выбрать. И решиться, и застримить. Ну все, ребят. Всех люблю, целую. Себя больше всех, как обычно. До встречи на просторах интернета. Пока-пока. Котенок тоже с вами со всеми прощается. Пока.